Здравствуйте! Значит, проводим обзор сегодня комплексного ремонта дома в Горячем Ключе, Краснодарский край. Значит, покажем вам, что, собственно, как у нас происходит работа. Значит, вступление — это мы приняли заказ, значит, с предчистовой отделкой, то есть здесь были частично подготовлены стены. Значит, но впоследствии всю эту подготовку мы снимали, обдирали полностью до основания, заново все выравнивали, штукатурили. Вот, ну и, собственно, уже потихоньку заканчиваем черновые работы и приступаем уже к чистовым. Вот, значит, сейчас мы, грубо говоря, на входе в дом. Значит, это у нас прихожая такая. Вот, стены здесь уже подготовлены, зашпаклеваны. Соответственно, следующий этап уже будет поклейка обоев под покраску. Идемте дальше. Значит, здесь у нас холл. Вот, значит, здесь мы смонтировали потолки, значит, из гипсокартона. Вот, внутри этих ниш будут натяжные потолки. Вот, значит, уже колонны облицевали плиткой под кирпич. Вот здесь стену, собственно, сделали, тоже подготавливается все к поклейке обоев, значит, ну, уже малярные чистовые работы. В принципе, основной этап на сегодняшний день — это шпаклевка стен, вот, и потолков для последующей отделки. Значит, по санузлам, значит, это у нас будет туалет. Вот, в нем, соответственно, уже облицевали все плиткой. То есть, ну, впоследствии будет, конечно, клининговые услуги, будет все чиститься, вымываться, ну, по завершению работы. Значит, дальше по ванной комнате. Ванная комната, значит, уже здесь тоже у нас облицовано все плиткой, установлена ванна, проложены все коммуникации. Здесь полностью по всему дому уложены теплые полы водяные. Вот, избавились от батарей отопления, то есть полностью весь дом будет отапливаться теплыми полами. Вот. Значит, ну и в будущем по завершению также мы изготовим сюда корпусную мебель, гарнитур для санузла, то есть и мебелируем полностью весь дом. Вот. Значит, далее это у нас комната-гостиная. Вот. Здесь тоже согласно дизайн проекта, который также мы разработали для клиентов. Здесь, значит, у нас выполнены гипсокартонные потолки, будут, скажем так, импровизированные балки. Вот. Помимо этого мы полностью поменяли здесь остекление в доме. Вот. Тоже, собственно, все это делаем. Вот. Далее помещение у нас котельная готовая. В котельной, собственно, собраны все узлы. Их очень качественно, хорошо замаскировали. Пойдемте продемонстрирую, как это выглядит. Значит, здесь у нас собраны все коммуникации. Очень много труб теплых полов, значит, все отопление, то есть все приходит вот в этот узел. И у нас здесь скрытые люки. Вот таким образом они открываются. И там у нас все коммуникации, то есть все помещения разбиты, значит, на зоны теплых полов. Все управление происходит в этой комнате, в этой нише. Закрываем. Далее еще один скрытый люк. Здесь, соответственно, тоже регулировка подачи воды, насос установлен на отопление. Значит, тоже регулировочный узел. Здесь у нас также еще один скрытый люк. Здесь у нас, значит, коллекторная система, она у нас отвечает за управление водоснабжением, то есть на каждый агрегат, на каждый, грубо
грубо говоря, смеситель, на каждый кран идет, собственно, отдельная система, где можно перекрыть, вот, и, то есть, производить регулировочные, скажем так, манипуляции. Также внутри все отделано плиточкой у нас, чтобы там не было грязи, пыли, вот, чтобы все было красиво, замечательно и удобно и практично. Вот. Ну и в нынешнее время как же обойтись без фильтров для очистки воды. То есть здесь мы их также сделали. Здесь стоит у нас фильтр на холодную воду, вот, который, ну, собственно, предварительно очищает, смягчает воду. Ну и здесь очень удобно его поменять, заменить картридж, чтобы водичка всегда была в доме хорошего качества. Далее у нас мы попадаем здесь в кухню. В кухне, собственно, тоже смонтированы потолки. Сейчас вот как раз здесь ребята подготавливают их шпаклевки. Вот, уже сделали фартук для кухонного гарнитура. Вот такой у нас большой будет кухонный гарнитур. То есть он будет во всю стену, то есть П-образный. Вот. Далее у нас идет помещение. Значит, это помещение будет разделено на два. Будет, значит, зона, скажем так, курилки. Клиенты любят, соответственно, курить, и как зона отдыха, грубо говоря. Вот. С этой стороны у нас будет мастерская швейная, то есть будут здесь рукодельничать. И здесь был всего один этаж и большая крыша. Вот. Задание было от клиента реализовать второй этаж. Мы, соответственно, прорубили в плитах перекрытия проем и, собственно, усилили конструкции. Наш архитектор сделал расчет. Вот. Все согласно техническим нормам, чтобы все было надежно, качественно, прочно. Вот. Смонтировали опоры, сделали сваи, значит, и сделали лестницу. Там можно подняться на второй этаж, посмотреть, в каком состоянии сейчас он. Здесь у нас второй этаж. Вот, довольно-таки тепло здесь, так как строители этого дома, ну, видимо, не рассчитывали, что что-то будет внутри крыши сделано. Здесь нету пароизоляции, здесь нету утепления, то есть крыша покрыта металлопрофилем, он очень нагревается, крыша темного цвета, здесь довольно-таки жарко. То есть, ну и вот это вот все пространство, разработали дизайн-проект по нему. Значит, здесь будет одно большое помещение, скажем так, летнее, здесь будет как зона отдыха. Значит, здесь встанут сплит-системы, чтобы не было так жарко, как сейчас. Вот. Ну и, собственно, будет здесь игровая, здесь будет кинотеатр домашний с проектором. Вот. Ну, собственно, дизайн-проект у нас уже готов. Сейчас вот буквально вчера смонтировали, покрасили основание для лестницы. И, соответственно, сейчас будем заходить, здесь делать шумопароизоляцию, теплоизоляцию крыши. И уже начнем формирование стен, обшивку, то есть возведение и дальнейшую отделку. Так, ну и далее мы, опять же, на первый этаж спустились. Здесь у нас зона мастерской, как я уже говорил. Проемы все были, то есть стекла от застройщика, строителя, то есть окна были вот на таком уровне. Соответственно, было задание увеличить, скажем так, добавить света. Мы вырезали, соответственно, увеличили проемы. Ну, и, собственно, уже начали облицовку стен согласно дизайн-проекту. Здесь у нас рабочий дизайн-проект, которым, собственно, наши специалисты пользуются, то есть для выполнения работ. То есть вот он так проект выглядит. То есть, ну, для клиента, соответственно, он в более достойном качестве, скажем так, в цветном варианте, все как положено. Вот. Значит, проект здесь у нас все чертежи, все, что нужно для того, чтобы сделать, то есть все как должно быть. То есть здесь и планы помещений, и теплые полы, и конструкции все указаны, все размеры, все высоты, то есть, ну, полностью все.
Вот. Также развертки всех стен, да, что как должно быть, в каких размерах, на каких расстояниях. Вот. Здесь у нас 3D визуализация, соответственно, картинки, даже как должно получиться в итоге. Вот. Со всей мебелью все, то есть все как есть. Ну вот, наш обзор подошел к концу на сегодня. Подписывайтесь на наш канал, делайте заявки на предварительный расчет и замер вашего помещения. Если вы сделаете это в течение 24 часов с момента просмотра этого видео, вы получите в подарок при замере корзину с фруктами, а при заказе комплексного ремонта вы получаете шкаф-купе, подходящий именно к вашему интерьеру, абсолютно бесплатно. Спасибо, всего доброго.